Это двойственный такой город. Я думаю, вообще про Лодзь можно снять аниме. Чекайте, а яким чином ми приїхали в Лодзь Відзов? Не планував я просто настільки довго затримуватися у Польщі. У этой кіношколі я зі своїм іншим сябром з Білорусі ми розмовляли про перспективи на будущее, про учебу тут. І я неяк тоді перший раз стямив, так по-справдному стямив, що я прожив у Польщі 3 роки. У той же момент пообіцяв этому сябру, що праз год мене тут уже не буде. Ну і, в принципі, я виконав своє обіцяння, я на той момент був у Білорусі на протестах. Я чувствовала себя чужой. Очень долгое время я чувствовала себя одинокой. И было очень грустно, но сейчас я как-то привыкла к этому городу, к этой стране, и в целом здесь уже моя жизнь, и она будет развиваться здесь дальше. Буквально через 1,5 месяца я только нашел друга в беседе в Телеграме. Да, в этом в Беларуси, в Лодзи. С того момента началась такая интересная жизнь. А вообще у меня в Польше довольно-таки много знакомых, почти половина моего класса поступала в Польшу. Сам я с города Гродно. Я завжди відказую на це питання з Полоцька, не Полоцька. Мене питаються, так з якого ж города. Вулиця Ярича була перша вулиця, по якій я від свого академіка пішла на першу свою прогулку по Лодзі. І ось у мене перша асоціація була, що город, який весь час перебудовується, ніщо не відновляється. Ale to nie tylko ja. Wiele osób z Łodzi tak ma, że później jak gdzieś jeździ po świecie, to ma słabość do takich miejsc przemysłowych, robotniczych. Ogromną mam słabość do Manchesteru, do niektórych takich dzielnic Dublina. Po prostu ktoś, kto jest z Łodzi albo tutaj na jakiś czas zakochał się w Łodzi, to już będzie chorował później na takie miejsca, gdziekolwiek nie pojedzie. Граффити, культура вот этих улиц разрисованных. Никто эти граффити не зарисовывает так, как это делают, например, там, в том же Минске, в Беларуси. Те же муралы, которых здесь почти 200, даже больше 200, тоже отличает Лодзь. И, кстати, вот это важный момент, то, что этими муралами они как раз-таки стремятся заполнить пустоту. Много пространств пустых, не только метафизическая пустота, она и просто физическая, чтобы глазу было за что зацепиться. Поэтому вся Лодзь разрисована огромным количеством крутых работ, огромных муралов, картин. Ну и флагами тоже. Я вообще никогда не придумываю сюжетов. Я просто закрываю глаза, и куда рука поведет, в то и делаю. У меня много стилей разных, то есть это фотография, это какие-то больше реалистичные портреты, это просто какие-то разные каракули. Всегда про себя, потому что я не знаю, как рисовать про другого, потому что я знаю только себя. Я в Лодзи примерно с 8 марта. Полгода где-то в Лодзи непосредственно, все остальное время поблизости. Я тут провучуся, прожил 3 года. Хутко буде год. Я здесь нахожусь 4 года. Я приехал сюда учиться, получать образование. І з цього разу я не виїжджала з Польщі. Ось як я приїхала, так и не была ни дома, ни здесь еще. Я знала, что меня ждет очень долгая разлука. Я с ними увижусь только через полгода еще. Так что я тогда морально готовилась к разрыву, к страданиям по дому. Конечно, скучаю. Ну, я, если
сейчас буду говорить, я заплачу, так что остановимся на этом. No ale już wróciłem, no chodź. Bardzo gorąco polecam korzystanie i z rowerów, i z hulajnóg, kiedy ja to robię niemalże każdego dnia. Proszę Pani, moją ambicją jako wiceprezydenta miasta, jako reprezentanta władz miasta jest to, żeby Łódź była utożsamiana i rozumiana i postrzegana jako miasto z definicji różnorodne, no bo Łódź jest miastem 4 kultur, to jest najbardziej międzynarodowe miasto w Polsce. Ludzie z całego świata się spotkali w jednym punkcie, żeby robić interesy. To ja bym chciał, to jest moje marzenie, żeby ludzie z całego świata przyjeżdżali do Łodzi, pracować, uczyć się, studiować. Все мої знайомі, всі мої близькі, всі мене ведуть як чоловіка, як Богуша, який хоче знімати кіно. Я так і думав, коли закінчував ліцей, що я поступлю у Лодзь, тому що Лодзь лічиться одною з лепших кіношкол в Європі. І я потрапив, якраз мій випуск був на той год, коли я на цій стипендії не працювала. І, відповідно, я поступив у Катовіце по стипендії Стефана Банаха, а потім уже почала вертатися стипендія Каліновського. Почалися так само ніякі репресії з причини протестів об декреті номер 3. І я схопився за шанець і отрималося поступити сюди. Я учусь в Академии экономистично-экономичной в Лоде, сокращенно АХЕ. Да, я на программе солидарности. У меня, в принципе, бесплатное обучение. Пока без выбора керунку, без выбора направления, зарубка, если простыми словами. Будет только один экзамен по польскому языку. Я работаю в печати. А твоя учеба военная? Да, она непосредственно с этим связана. Это же графика направления. Я учусь на маркетолога. Честно говоря, я когда сюда шла, я думала, что маркетолог — это какая-то творческая профессия, мы будем там создавать образы, какие-то рекламы. Там оказалось очень много математики, я математику всю свою жизнь избегала. А рисование осталось хобби. Ни работа, ну, ни учеба не связаны с этим. Studiowałem na tym wydziale prawo, nawet je skończyłem. Oprócz tego, że studiowałem tutaj prawo, studiowałem jeszcze stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, również Uniwersytetu Łódzkiego. I czasy studenckie teraz wspominam jako chyba najlepszy okres w życiu. Czasy beztroski. Po drugie, czasy nieograniczonej wolności, kiedy dopiero budował swój światopogląd, kiedy mógł wyjeżdżać na 3-miesięczne saksy, pracować za granicą, no to są czasy, które miną bezpowrotnie. Minęły bezpowrotnie. Выберите карту из колоды. Запомнили? Ложите под низ. Я не знаю, давно уже фокусы не показывал. Это ваша карта? Да. Это уже на той момент, когда я переезжала, это было напаўвымушанае такое рашэнне. И, конечно, мама вельмі хотела, каб я з'ехала в гэты момент, калі такое адбываецца. Кожнай акцыі, якія абвяшчаюць, я хожу в гуканні вясны. Таксама ладзілі акцыю на нейкім вайсковым палігоне па-за Лодзю. Вось, я вельмі цікава туды дабіралася праз лес, праз таксама закінуты трамвайны парк. Вось, гэта была такая вялікая падзея. 25 сакавіка на дзень волі у нас быў марш. Тады якраз вводзілі такія весеннія абмежаванні па пандэмічныя.
І в Варшаві, в інших городах вже відмінили в більшості марші. У нас яким цудом той раз мені запам'ятався, справді був якийсь сонячний день, рідкий. Був марш вздовж Петрковської. Пішла, зробила плакат з політв'язнями. Добрая акция, мне кажется, удалась тогда. Только можем надеяться, там, чувствовать, как-то высказывать свое отношение, а по факту-то никто ничего не знает. Сегодня закрывается граница, например, там, с Украиной. Завтра может с Польшей закрыться. Ты же не забывай, что ты тоже, находясь здесь, ты отрываешься от контекста. Ну, просто продолжать жить, тут по-другому не скажешь. Надо любить, не жалеть ни о чем. Трудно сначала, приятно потом. Что вот я чего не ожидал от Лоди, это такого уровня включенности в европейский культурный контекст. Ну и вообще включенность в контекст белорусского движения, которое здесь формируется. Это тоже здорово. Что год проводится фестиваль фотомастацтва, актуального, европейский фестиваль, відомий по всім світі. І ось в рамках цього проєкту відбувалася вистава, присвячена Білорусі. Как какие-то руины, что ли, старого забытого прошлого. Раньше, еще со школы, я очень хотел стать врачом. Потом в один момент все перевернулось вверх дном. Когда начали проходить экзамены, я понял то, что химия мне очень неинтересна. Вот. И тогда я уже решил пойти в экономический. Давайте теперь я вас поснимаю. Вот это да. Ага. Расскажите, чем вы занимались до приезда в Лодь? Я займаўся таксама кіно, відэо, вучыўся. У Лодзі я ўжо 3 гады. У Лодзі 2 гады, да гэтага я ў Вільні жыў. Нават уже больш, чым год таму. Мы пачалі рабіць нашу лодку, здымаць кіно і фільмы не толькі для сябе. Вот зараз здымаем фільм пра беларускіх студэнтаў у Лодзі. Хочацца ствараць сваё, рабіць свае праекты, сваю працу. Павялічваць колькасць добрых, цікавых і вартых рэчаў. Ну вось мы зараз на пасажы Абрамоўскага, і гэта Абрамка. Гэта таксама адно з нашых любімых месцаў, вельмі цікавае. І тут гэтыя ўсе сараі. Праўда, нагадваюць пра тое, што тут было раней, але троху ёсць і цяпер, але ў нейкім іншым выглядзе, і гэта нібыта бы пра ўсё Лодзь. Калі я толькі прыехаў у Лодзь, то я доўга думаў, што гэта такое. Я вельмі люблю тут праходзіць, калі, напрыклад, іду з вуліцы Сенкевіча, перамясціцца паміж гэтымі вертикальнымі, длиннымі лодскімі вуліцамі і апынуцца крыху ў іншым раёне. Как вы проводите здесь свободное время? Калі нет свабоднага времени. Але гэта толькі зараз, гэта не ўвесь час. Прыдумваем нейкія іншыя праекты, непрацоўныя, творчыя, і робім іх. Рабіць такое кіно, якое было б шмат каму цікава, але разам з тым не ведаю, наколькі гэты фільм атрымаецца эксперыментальным, але мы таксама робім шмат даволі эксперыментальных праектаў. Для мяне зараз кіно гэта найбольш цікава. Я думаю, атрымаецца эксперыментальным, ты паглядзіш, што Нікіта зрабіў. Цяпер давай назад камеру. Протягнем. Да, крышку протягнем. Очень интересно, когда вас самих застают врасплох каким-либо вопросом. Раз мы лодка, то я поплыву. Можем тут послушать универсала. Раньше были вечные студенты. Кстати, еще в дореволюционные времена учиться фактически хоть 10 лет, хоть 12 лет, на это никто сильно не давил, но я себя отношу к числу этих вечных студентов. Да. Огромное количество программ учебных, они позволяют выбрать здесь людям какую-то свою вторую, третью специальность. И учиться вообще всю жизнь можно. Раньше. Proszę pani,
Łódź jest fajna dla białoruskich studentów, ale nie tylko dla białoruskich studentów, w ogóle dla ludzi z zewnątrz, dlatego że jest otwarta. Zupełnie wyjątkowa w Polsce. To miasto stworzyli obcokrajowcy. Przystanek Gdańska pierwszego. Ну да, тут хотя бы какой-то ремонт проводился, что ли. Pomimo, że postępuje rewitalizacja, nie straciło takiej swojej duszy, takiego wyjątkowego klimatu, który tutaj jest. I w wielu miejscach tego miasta można się poczuć jak w wehikule czasu. W Łodzi jest tyle potrzeb, jest tyle do zrewitalizowania. Spokojnie wystarczy przestrzeni do rewitalizowania na najbliższych przynajmniej 50 lat. Впервые я попала в такой некрасивый район, и я была тогда на каблуках, хотела произвести на всех впечатление зачем-то, и я тогда попала на ужасную улицу с плохой дорогой, с каким-то граффити, было все грязно, мне не понравилось. Но затем я поняла, что этот город имеет свои особенности, и он очень своеобразный, безумно своеобразный, безумно интересный. Я такого еще нигде не встречала, как этот город. Надо любить, не жалеть ни о чем. Трудно сначала, приятно потом. Надо любить, не жалеть ни о чем. Трудно сначала, приятно. Мне пашанцавала ў тым сэнсе, што я калі хацеў паехаць вучыцца ў Лодзь, я чуў пра гэты горад хутчэй вось такія негатыўныя меркаванні. И я на ней сказали, это той старый раздолбанный город. Я думаю, ну, в сенсе. Ну и так, есть такой стереотип, что вот такое все закинутое, это з'явы до урбанизации, разваленные будинки просто у центре. Але, ну, в этом есть свой шарм. Видно, вот даже ваш, к примеру, можно взять. Да, он вроде бы центр города, но стены не видно. Я прочитала недавно, что вось Лодзь — это город, який подобається, захопляється їм Дэвид Лінч, і зрозуміла, о, докладно. Ну и, наверное, Лодзь, да, она как-то сюда таких людей притягивает. Тому першие ўражанні были довольно позитивные. Ну а вось і моя школа. Кажучи по-беларуску, это будынак факультету продюсирования. Тут адбываюцца наши заняткі, адбываліся. Унізе ёсць архіў школьных прац. Напэўна, яшчэ з пачатку існавання школы. Недавно тут адбыўся потоп. Па ўчастку ввогуле гэтых прац там затапіла, прыйшлося ратаваць. Резко переметался с одной сферы в другую, с химбио профиля на матангл. И я был, в принципе, доволен своим результатом, очень счастлив, что у меня получилось поступить сначала в университет Беларуси. Вот. А второй, наверное, момент, это когда я понял, что у меня получилось свалить в Европу, я тоже довольно-таки радостным был. Но также была и такая немножко плохая доля, потому что я начинаю новую жизнь, все старое бросаю. Наверное, немножко черного вот в этот радостный момент добавила. І вось молодая выкладчыца, мы з ёй даволі хутка пасябравалі. Раптоўна трэба вучобу весці пра онлайн. У мяне быў новы ноутбук, які раптоўна ўзяў і зламаўся увогуле. Яна мне знайшла шмат варыянтаў. Мы пайшлі з ёй разам. Яна мне дапамагала, па мове дапамагала. Я адчуваю, што калі ў мяне нешта такое складанае здарыцца ці штосьці, то вось
ад гэтага чалавека я магу атрымаць падтрымку. И акторы все еще тут. Бизнес, экономика, законы. Это все было не вельми цікаво, легко. Про их никто не ведает, никто не глядит там в титрах, а кто был менеджером этого фильма. Все глядят, о, режиссер, о, оператор, о, актеры. На самом деле они мне много хорошего принесли и ни капли плохого. Наверное, как считать научился, так и играть начал. Я там нават з экзаменами затягнул, потому что просто голова не могла сконцентрироваться ни на чым іншым, потому что все лето была одна политика. Аднак выратавало тое, што я выбраў тэму адпаведную беларускую таксама, праблемы развіцця беларускага кіно. У выніку атрымаў 5. Калі ты прыходзіш на сваю родную вуліцу, можна сказаць, на свой родны універмаг, ну і все гэтыя таксама вялізныя маршы, калі выйшлі гэтыя сотні тысяч людзей, і ты быў часткай гэтай масы, і ты просто разумеў, што вось народ прачнуўся, народ заявіўся. Весь этот фон нарисовала пальцами, просто потому что мне так хотелось. Смысл в самом процессе, смысл в том, чтобы создать то, что выражает мои эмоции. Если эти эмоции странные и непонятные, значит, такие они и есть. Результат в моей голове всегда должен быть идеальный, красивый, по правилам. Он никогда таким не получается. А процесс всегда про эмоции, всегда про чувства. Planowy objazd pociągu o godzinie 15:31. Jestem oryginalnie z Teofilowa, jestem tutaj patriotą Teofilowa. Migrowaliśmy z żoną po wszystkich dzielnicach, no ale nigdy się nie oszuka tego, skąd się pochodzi, dlatego Teofilów na zawsze w moim sercu. Я родилась и выросла в Щучине, маленький городок в Гродненской области. Ты ходишь по парку, ты гуляешь возле озера, и жизнь как будто бы очень хорошая. Ты не хочешь развиваться, ты никуда не спешишь. Когда где-то Щучин мелькает в каких-то новостях, мне кажется, это про меня. Много людей сейчас знают про Щучин. Как бы мы там ни старались, как бы люди не ездили на какие-то соревнования, не занимались какими-то вещами, вот не получилось прорваться так, как этой песне. Когда там живет 15 тысяч человек, ты гордишься за каждого и любишь каждого. Слоним. Если сравнивать маленькие города Беларуси, похожи на польские города. Я много поездил, в принципе. Долгое время жил под Лодью, то есть я еще ездил на поезде постоянно, на пригородном. Самая знаменитая станция, она не в Лоди, она находится под Лодью, Калюшки называется. И даже там снят целый фильм. Вот, кстати, там эта атмосфера передается очень хорошо, именно вот как будто такого какой-то затерянности во времени. Ну и здесь, то есть железная дорога, она какие-то странности создает. В Лоди много таких мест, которые как будто выглядят заброшенными, но в них какая-то жизнь своя поддерживается. С привидениями. С привидениями? Да. Привидения живут внутри. Wszystkie ulice są równoległe i prostopadłe. To jest dokładnie, wygląda z góry jak Manhattan. Ja to bardzo lubię. Tam wszystkie inne miasta w Polsce, albo przynajmniej zdecydowana większość tych dużych, mają plac, rynek, kościół albo jakiś zamek i wokół tego są różne kręgi. Po mieście riksza, hulajnoga elektryczna i rower to są moje 3 podstawowe źródła transportu. Środki transportu. Гэта вельмі забаўна. Такая ілюзія
дому, што ли. Але калі я прыехаў сюды і пабачыў там недзе чырвона-белы сцяг, літаральна па сутнасці сцяг, я падумаў, няўжо беларусы сюды дабраліся, намалявалі графіці. Але потым аказалася, што гэта ўсё проста ЛКС. Я пачаў разумець паціху, што нешта не так, калі пачаў бачыць вельмі шмат чырвона-белых сімвалаў. І в прынцыпе, потым, калі пабачыў гэтыя надпісы футбольнага клуба разам з чырвона-белымі графіці, я зразумеў, што, відаць, гэта іхняя фішка. Ідэй, увогуле тут можна знайсці чырвона-белыя сімвалы не толькі з АДЛКС. На паралельнай вуліцы ёсць класныя графіці з такой дзяўчынай. Першыню, калі я прыехала, самы свой тады вечар, першы, у меня быў такі стрэс, я смутна уяўляла, куды я еду, дзе буду жыць, і да таго ж ноч, доўгі пераезд. Калі я толькі зайшла на рэцэпцыю ў сваім акадэміку, мяне так цёпла прынялі. Быў такі момант, калі праграма толькі пачалася, і нам не выплацілі стыпендыю в свой час. Шмат хто з студэнтаў прыехаў проста без усяго. Нам беларусы ў Лодзі дапамаглі прадуктамі, дапамаглі рознымі там сродкамі гігіенічнымі, падвозілі прадукты, гэта было некалькі разоў, вось. І кожны мог взяць колькі яму патрэбна, не тое, што там... Они называют это не акциями, они называют это интеграційними зустрічами. І це потрібно людям, щоб справитися з обставинами, з тяжером, які на їх плечі обринувся, з тяжером переїзду, з тяжером, може бути, якісь там розчарування і так далі, і так далі. То є так само момент терапевтичний в цьому. Ну, день добрий, пані Матвій. Добрий. Можно и отдохнуть. Это двойственный такой город. Ну, то есть он как бы полный, пустой, типа вроде как крупный считается, но одновременно с тем население падает. Он сам себя как бы компенсирует. Он где плюс, там сразу же и минус. Мне она интересна в связи с этой своей пролетарской сущностью, да, тем, что она восстала против того же царского режима в 1905 году. Это было интересно. И это также преподносится как восстание именно Лоди, не целой Польши, а Лоди против царя. То есть революция 1905 года, которая именно в Лоди случилась. Там были перекрыты улицы. Идешь зверобой. Я люблю зверобой. Мать и мачеха. Сразу же. Еще подорожник. Вот, у тебя ожоги. Зачем вместо того, чтобы было по больницам бегать? Нужно было сразу сюда. Калі ты хочаш сустрэць нейкіх знаёмых, ты ведаеш, куды ісці. Нават не дамаўляючыся. Но именно большую часть времени я провел на Петраковской. Ja uwielbiam tą ulicę szczególnie z jednego powodu. To miejsce po prostu ciągle żyje. Така ситуація, раз у мене є можливість вчитися, то не треба вертатися зараз, бо для студентів, як тільки я уїхала, були введені, що там півгоди тільки студент може приїхати. Але з часом
І мені стало вельми сумно по дому, і, звісно, хочеться побачити і сім'ю, і свой город. Сама думка, что ты не можешь вот так поехать так просто, не можешь, коли я ведаю, что вось не могу. І, наприклад, дзвоню батькам, мама мені розповідає, ось приїхала там сестра, там ось некі такі здарення, пішли там на марш, ще ходять на марш у Полоцку. І я читаю гэтыя канферэнцыі ў тэлеграме, вось як яны плануюць сустрэнуцца, нейкія фотаздымкі бачу, і мне такое в гэты момант такое пачуцце, быццам я на не іншай планеце за 1000 кіламетраў, хаця насамрэч вельмі блізка. Do stacji Warszawa Główna przez stację Łódź-Widzew. Я вообще изначально планировала поступать в художественный вуз, раз, наверное, 5, потому что, ну, это моя мечта. Я хочу стать художником, я не знаю, что мне это даст, но я просто хочу. Вот это такая идея фикс, которую я преследую и которую, надеюсь, осуществится. Ну, ведь ты уже художник, если ты создаешь. Ну да, художником может быть каждый, но мне хочется прожить эту жизнь студента, разные пары, где я узнаю много всего нового, и просто жить и учиться в кругу таких же людей. Бачу свою працу так, зв'язану з англійською мовою, з перекладами. Зараз у мене мета університет скончить з Польщі, це докладно. І покуль ця країна мене прийняла на момент революції, просто поставила себе таку мету не думати, в який город я хочу, бо як отримається з університетами, там я і буду жити. Далее мені мети Штати. Злучені Штати Америки. Збираюся просовуватися музично. А при можливості так само фільммейкінгом. В Лос-Анджелес я би так само поездил, понаведывал бы там некоторые места, бо, в принципе, это не вельми далеко, але в основном буду в Сан-Диего. Буду плавно плыть по течению этой жизни. С прошлого года я уже не строю никаких планов, потому что понимаю, что может все измениться в любой момент. И я ж не знаю, что будет завтра, поэтому планировать что-то далеко не собираюсь. Я точно не выбираю, так как некоторые ребята там из Беларуси, которые выбирают, например, Гданьск, и не знают, что они туда попадут. Это точно не мой случай. Я точно так же, как я не знаю, насколько я здесь задержусь. Это место само тебя отпустит, я уверен. И раньше мне как-то было стыдно говорить то, что я работала на заводах, на каких-то складах. Сейчас я этого не стыжусь, потому что я пробовала, я была самостоятельной, я пыталась жить эту жизнь. Мне кажется, все можно превратить в цель, а мечта — это что-то такое, что должно оставаться где-то там. То есть цель осуществляется, мечта сбывается, и все. Ты живешь в пустоте. И я, как всегда, развиваюсь на языке, общаюсь со всеми. No idę sama na dworzec, jak będę wracała, to wdepnę. Ten dworzec, proszę pani, teraz jest ogromny, ale
On się tutaj kończy. Tu nie ma żadnego tunelu, który go łączy z resztą miasta. I teraz dopiero pod miastem jest kopany taki tunel, my to nazywamy łódzkim metrem, który połączy ten dworzec z innym dworcem. Wtedy tutaj będzie się krzyżowało zdecydowanie więcej połączeń. Jestem przekonany, że dworzec się zapełni ludźmi. Warszawa Zachodnia, wejdzie do stacji Warszawa Główna przez stację Wódwice, Koluszki, Rogier, Skierniewice, Lawka, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Zachodnia, pojedzie z toru pierwszego przy peronie drugim. Wejdzie do stacji Warszawa Główna przez stację... Конечно, я люблю свой город, я люблю места свои родные. Мне очень, так сказать, тепло на душе видеть закат над своей любимой речкой. Вот. Да, я хотел бы вернуться в Беларусь. Если не жить, то, по крайней мере, навещать своих родных, своих друзей всегда хотелось бы. Когда я выбирала город, я просто тыкнула, грубо говоря, на карту. Я даже не смотрела никакие фотографии, просто сюда приехала. Я не знаю, мне было 17, я ни о чем не думала особо. Знаешь, это как многозначность слов. Например, слово там лук может означать растение, может означать предмет для стрельбы. Точно так же и флаг. Тут уже не перепутаешь, он сразу с гербом. Треба розплющити очі і просто від кожного моменту отримувати насолоду. Щоб жити далі, щоб отримувати сили, треба вірити у існування сенсу, то, що твоє життя має сенс, і займатися простими повсякденними речами, і від цього отримаєш велику насолоду, від цього буде база, підмурок для твоєї перемоги. Спочатку треба перемогти над самим собою. Warszawa Wschodnia, Karol Przyjazd o godzinie 17:07 przyjedzie z opóźnieniem około 20 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Трудно сначала, приятно потом. Надо любить, не жалеть ни о чем. Трудно сначала, приятно потом. Надо любить, не жалеть ни о чем. Трудно сначала, приятно потом. Надо любить, не жалеть ни о чем. Трудно сначала, приятно потом. Злоупотребляя алкоголем, жил я рок-н-роллом, был доволен. Но теперь хочу я измениться. Я люблю тебя, как должница. Надо любить, не жалеть ни о чем. Трудно сначала, приятно потом. Надо любить, не жалеть ни о чем. Трудно сначала, приятно потом. Надо любить, не жалеть ни о чем. Трудно сначала, приятно потом.